в эфире. Да, я в эфире. Так, эфир 1.0. Да, я в эфире. Так, эфир. Вот. 1.0. Так, вот я тут тренировался, короче. Там мы уберем. О. Так, вот я тут тренировался, короче. Ага. Вот откуда звук-то был. Вот, откуда звук. Так, смотрим. Что у нас тут с донатом? Включен, не включен? Оффлайн. Че оффлайн-то? Давай онлайн. Так, настраиваю пока. В общем, взял микрофон прищепку, другую камеру, старенькую ставил, взял Logitech в HD снимает. Куда мне там до Full HD? Так, как же это называется, то, что мне надо-то? Вот, да. Ага. Заказ музыки на стрим. Nothing playing. Да, ну такое. Так, что тут? В общем, все запущено должно быть. Это должен быть онлайн. Почему-то офлайн. Так. Тадам. Все равно офлайн. Да не офлайн, я онлайн. Алло. Так, сейчас, секунду. Напомню, с чего мы начнем. Ага. Точнее, чем мы закончили. Мы, значит, точнее я. Потому что мы, когда нас много. Но пока я один. Так, тут сейчас надо. Где-то здесь же у меня. Ага. Так вот. Может даже рожу поменьше. Но не так интересно. Так, здесь окно побольше. Так вот. Ништяк. Здесь надо будет оставить место под... Хотя, что-то в разных этих. Вот это вот сюда уберем. Ага. Это вот сюда поставим. Так, у нас же должно быть все красиво. Примерно одного размера. Так, значит, тут окно можно сделать побольше. Побольше. Так. Рожу больше не будем. А здесь что-нибудь еще зафигачим. Чатик там, когда будет? Когда-нибудь же у меня будет чатик, да? Живой активный чатик. Надеюсь. Так, все. Угу. Вроде настроили. Настроил. Молодец. Так, ты что, все еще офлайн, нет? Онлайн. Ништяк. Ну, теперь совсем спокоен. Ну, так вот. Напомню. На прошлом стриме выбрали курс iOS 12 и Swift 4.2 для начинающих. 200 с чем-то практических туториалов. Вот. И посмотрели, значит, курс Introduction. Сегодня, собственно, продолжим. Что нам там они расскажут. How to get your free Udemy bonus content
Ну давай. Hi everyone, my name is Katie and I'm part of the Ray Wenderlich. То есть у нас будет как обучение строится. Я буду смотреть вместе с вами видео по обучению lesson 1, 2, 3 и так далее. И там дальше будем смотреть и повторять, что они от нас хотят. Видео на английском, здесь вот перевод. Возможно, кто-то что-то поймет. Не знаю. Попробуем. Что делать-то? Сегодня был на тренировке. Я же тупой качок. Повредил руку. Сегодня сухожилие. Вот тут вот. Ау. Руку теперь согнуть в кулак не могу. Хреново без кулака-то. Придется. Ну ладно. Так, ну что, значит, смотрим lesson номер 2. Какие они там нам ништяки. 3 минуты 16 секунд. Что они нам там расскажут. И будем смотреть дальше. А тут даже комменты какие-то есть. Можно мне получить курсбук. Ну, это типа, как сказать, книжка. Наверное, нельзя. Ну ладно, смотрим. Вникаем. Правда, как с локтем больным втыкнуть не знаю. As a way of saying thanks, we have 2 special bonus items for you. First, we have a special course companion book that corresponds to sections 2 through 17 of this course. We do recommend watching the videos first, then if you get stuck, or if you'd like some extra review, check out the corresponding book chapters. This book can also be a handy reference after you finish the course, anytime you want to review some of the basics. In addition, we have a second bonus item that you'll enjoy after the course. A free copy of the RWDevCon 2018 Vault. This is a collection of over 24 hours of hands-on tutorials and workshops from our most recent tutorial conference. These are tutorials on advanced topics that professional iOS developers are passionate about learning right now, like app architecture, ARKit, test-driven development, machine learning, and more. This is a great opportunity to continue learning new skills after you finish the course. These bonus items are over $250 in value, so they're worth the cost of this course alone. In this video, I'll show you how you can unlock your bonus items and how you can make the most of them. Go to the secret URL store.raywenderlich.com/products/Udemy iOS 12 bonus content. You'll see that this includes both the course companion book and the RWDevCon 2018 Vault. Click Sign In to claim your free gifts. If you don't have a free account with us yet, Почему здесь Android? And fill out this quick form to create one. I already have an account ready, so I'll just sign in. Подстава какая-то. And now you can enter a voucher code. RW Udemy Bonus 2018. Промокод. And you should see this banner telling you that you've Ну сколько денег-то? Сколько? For your convenience, there's a link here back to this Udemy course. There's also a link to the book and one to the vault. If you check out the book, you'll see that you can download the book along with the project files. This contains the companion book in both EPUB and PDF formats. Going back, you also now have access to the RWDevCon 2018 Vault. With this button, you can download the projects and slides for all of the sessions. This will also get you the conference book, which includes written directions to go with each session. If you scroll down on this page, you'll see all of the recorded conference sessions available to you. On the page for each video, there's another download link to get the project files for just that session. On behalf of the RayWenderlich.com team, we hope you enjoy these bonus items, and we hope that they make your experience with this course even better. If you enjoy the bonus content once you've had a chance to check it out, we would appreciate it if you could leave us a 5-star review on Udemy. That will really help us continue to develop and update this course and the bonus content in the future. Понятно.
Now that you've got your bonus content, I'll show you how to register with Apple so you can download all the tools and resources you'll need for this course. Сейчас посмотрим, что нам If you've нужно. already got an Apple ID or you're already enrolled in the Apple Developer Program, feel free to skip this video. If you don't have an Apple ID, I'm sure the first question you'll ask is, will this cost me any money? Well, the good news is, for almost everything you'll be doing in this course, you'll get by just fine using a free Apple ID. With an Apple ID, you can develop iOS apps in Xcode and test them on your own devices. However, if you're serious about being an iOS developer, you might want to consider enrolling in the Apple Developer Program once you have your Apple ID. Enrollment costs $99 a year and lets you submit your apps to the App Store. You'll also get 2 developer support incidents. That means you'll have 2 chances each year to contact Apple's developer technical support to help troubleshoot your code or any problems you're having with development. Again, enrolling in the Apple Developer Program is 100% optional for this course, but if you want to submit your own apps to the App Store, you'll have to enroll before you do so. So, if you don't have an Apple ID yet, I'll show you how to sign up for one now. Head to developer.apple.com. Короче, она говорит, что все эти приложения, которые мы будем делать в этом курсе, грубо говоря, они могут работать и можно создавать под бесплатной учеткой. Если серьезно настроены на продвижение дальше, там размещение в App Store, то надо заплатить 99 баксов, что ли, я так понял. Короче, сотку, 6500 в год. 6500 в год. Ну, такое. Во, надо будет создать донат на этого, на разработчика. Короче. Что, не накопим 6500, что ли? Go to the Develop page and click Downloads. If you already have an Apple ID that you've been using to buy apps or music, then you can sign in with that here. If not, click Create Apple ID to get one. Fill this out just like you would any other account sign-up form. Enter your name and birth date. Ну, это просто учетка Apple. Наверное, у всех она есть, кто смотрит курс. Pick your security questions and answer them. And finally, decide if you want any marketing email from Apple. Да. Prove that you're a human. Ну, давайте, кому интересно, посмотрим. Try to prove that you're a human again. Сейчас на полный экран сделаю, чтобы было. Так, что у нас тут? Тут нельзя качество выбирать. Ну да ладно. You're me, and then click Continue. At this point, you should receive an email with a numerical code. Enter it, like so, and log in with the credentials you just made. О, нифига, можно плюсики в логине. Не знал. Agree to all these terms, and once more, прочитал. Американцы тоже быстро читают. And now you've got an Apple ID and access to all sorts of things. Xcode. On this downloads page, you can see a link to download Xcode. That's the topic of our next video. But another important resource here is Apple's documentation. Apple has a lot of documentation. You'll be looking at some of it throughout this course, and you'll likely be checking it throughout your career as an iOS developer. Right now, you're all set to download the tools you need to get started. Я думал, все будет попроще, честно говоря. If you decide you want to submit an app to the App Store, you'll need to enroll in the paid Apple Developer Program, and we'll have a short section later in the course focused on publishing to the App Store. Ну, короче говоря, суть видео. Регаемся, и все. In this video, I'll show you how to download and install Xcode, the main tool you'll use for development all throughout this course. If you already have Так, тут Xcode нам installed, покажет, как feel free to скачать skip this Xcode. video. Но тоже из Xcode is a free download, and it's easy to install, so this will go этого pretty App Store. You might think that you could download Xcode from the developer portal you saw in the last video. If you're enrolled in the developer program, you'll have more download options like older versions of Xcode, and you'll be able to use the download buttons. But if you're working with a free Apple ID and you click download, it will actually redirect you to the Mac App Store and tell you to use Я же сказал в App Store. У меня тоже скачан.
уже you can Xcode. open up the Mac App Store on your own. If you've never done that before, Сейчас посмотрим. open up your applications folder either from the Go menu or with the keyboard shortcut Shift-Command-A. And then right at the top should be the App Store. Да, есть. Вот он Before мой you can Xcode. download anything, you'll need to sign in. So sign in with the ID you just created in the last video. 4 плюс 10, 2. У меня установлен. Now that you're signed in the upper left, go ahead and search for Xcode. And Да, hit понятно, Get, понятно. and then install. If you've Ну, never короче, used your Apple ID штатная to download установка an app before, Xcode. it may ask you to review your account information like this. Да, да, да. Угу. Ну ладно, давайте досмотрим до конца. You don't have to add a credit card here because Xcode is free software, but you will have to put something in for your address. Ну, кто не знает, как регаться, то есть она бесплатная, но все равно нужно... Xcode бесплатная, но все равно нужно ввести данные своего там, адрес свой. А то не даст скачать ничего. Либо виртуальную кредитку какую-нибудь. Так, ну все, установили. Теперь просто открываем, она еще сейчас проинсталлит что-то там. When Xcode finally loads, you should see a Welcome to Xcode panel like this one. Make sure you've got Xcode 10 and not an earlier version. If this panel doesn't appear, you can check your Xcode. Давайте я тоже запущу, посмотрим сейчас, какой у меня что. Again, you'll want Xcode 10 or later for the best experience following along with this course. And that's it. You've got the tool you need to start developing iOS apps. О, вот у меня стартовая 10.2.1 версия. Так, hello, Xcode. Давайте тогда сделаем так. In this short exercise, we'll make a quick Hello World app. In our case, we'll call it Hello Xcode. So let's get started. We are about to ignore a lot of buttons and panels and options. So for now, just follow along with me and trust that you'll learn about these things later in the course. With Xcode open, go ahead and make a new project. Так, Xcode gives you a давайте. bunch of template options, but the one we want is single view application. Так, стоп, подождите, подождите, я этот We настраивал. are about to ignore a lot of buttons, Окно, не panels, успел. and options. Так, So for now, что нам надо just делать? follow along with me and trust that you'll learn about these things later in the course. With Xcode open, go ahead and make a new project. Xcode gives you a bunch of New template project. options, but the one we want is single view application. Так, подожди. Call it Hello О. Xcode. Стоп. Так, single view application. iOS. Ага. Так, сейчас чуть-чуть, наверное, поменьше сделаем. Никак не разместить, да, получается? Фигово. Ну ладно. Так, hello Xcode. You won't need a team for this. And for the organization name, you can just put your own name. Угу. Ну давайте все как она сказала делаем. Hello Xcode. Виктор. Так, дальше что? I'm going to use Raise. This is a bit bizarre looking, but the organization identifier is usually a reverse of whatever your website URL is. If you don't have one, you can just use com.yourname. Ну, короче, реверс DNS используется в качестве Organization Identifier. То есть, если у меня был домен, сайт mediter.tv, то, как она сказала, реверс DNS, у меня бы было tv.mediter.
Вот. Но так как у нас... Ну а почему бы и нет? Вдруг зарегаю. Ага, сейчас. Сейчас я побегу трегать этот домен. Хрен я что зарегаю. Овощ такой. Ладно, погнали дальше. Next, да. Десктоп. Так, new folder, скорее всего. Что там? Lesson с. Давайте в lessons создадим hello Xcode. Да? Наверное, как-то так. Сейчас проверим, правильно я подумал или нет. For the language, choose Swift. Ой, у нас Swift там был. And we don't want any of these things at the bottom. О, нифига. Next. Вроде ничего не выбрал. And Так. you won't need to get repository, so uncheck that. And then save your project. I'm just gonna put mine on the desktop. And now you have an Xcode project. Open main.storyboard from this panel over on the left. And this is Interface Builder. You can see that the single view template we used gave us this single app screen already set up. And all we're going to do is add a label to it. So click this library button at the top, and a panel should pop up. There are a lot of UI elements in here, but you want to look for the one called label, and click and drag it onto the seat. Так, стоп. Ага. Чего говоришь? Где элементы? Вот это? Label. А, вот, label. Так, что? О, label. Так, в центр. Давайте, как все, как она делает в центр. О, даже разметка есть. Вот это ништяк. Double click on the label and change the text to say "Hello World." Hello. And then just drag the label back into the center. These blue guides should help snap it into place when you let go. With your label in place, you're ready to build and run this app to an iOS simulator. First, make sure a simulator is selected and not any actual devices attached to your Mac. I'll choose the iPhone 8. Then click the play button in the upper left and wait for the simulator to launch. It might take a minute to load if it's the first time. And there's your app saying hello. Not bad. Ха, понял. Так, что, все легко. Значит, сделаем тут hello world, да? Все, как она сказала. Так. Ага. Выберем, значит, айфончик на 7 плюс. Давайте поставим 7 плюс. И вот сюда. Build succeeded. Так, тоже интересно. Хоть какая-то движуха, да? Так, мы сейчас, значит, не забываем границы и мою рожу. Ну что, где? Action. Может быть, чаю. Так, ладно. Вообще, наверное, надо было показать, какой у меня Mac. У меня Mac старенький. MID 2012. 13-дюймовый, прошка. Да, процессор 2,5, корка 5. 16 гигов это я сам уже, значит, поставил. Вот, на этом маке еще, значит, эти
оперативка еще не распаянная была, так что можно было менять штатных, по-моему, там 4 было, вот, но слота 2 под память. Поэтому воткнул 2 по 8. И заменил здесь штатный, значит, жесткий диск SSD-шником. О, нифига. Вот чё. Вот чё. Как оказалось. Вот чего мы ждали. А, вот, смотрите, мой айфончик. О. Так. Так. О, классно, так вот выглядит. Ага. Ну чё, где Hello World? Алло. О, капец, левая рука вообще не шевелится. Программирую одной правой. Куда тут надо ориентироваться? О, Hello World. Да, классно. Все, мы сделали. Что-то почему у нас так не по центру, интересно. Тут-то по центру, а тут-то не по центру. Что-то какая-то шляпа. Ну, наверное, потому что... Даже не знаю. Из-за этого дисплея. Типа разрешение экрана. Он же должен как-то позиционировать. Что за фигня? Ну ладно, я думаю, это в дальнейшем как-то понятнее будет. Да? Ух ты! О, ничего себе! Вау! Hello, Xcode, вот наша приложуха. Ха! Можно, смотрите, эмулятор прям работает. Так, ну-ка, что тут? Че, да ладно, что, будет работать, что ли? Ну-ка. Я... Go. Да ладно, нифига. В эмуляторе встроен браузер, который работает. То есть эмулятор подключен к интернету. Вот этого я вообще не видел. Не ожидал. Че, реально? Смотрите, прямо, да, все. Можно использовать... Короче, смотрите, можно использовать виртуальный эмулятор для серфинга в интернете. А? Классно. Типа... Это... Симулятор. Ну да, наверное, подождите, получается, можно запустить XS, например, да? Ну-ка. Я сейчас запустил на XS, якобы. Посмотрим, что с эмулятором-то станет. Почему он вообще не исчезает? Я же стоп нажал. Забавно. Launching Hello Xcode. Ну давай. О, вот. У меня новый айфончик. Загружается iPhone. Они даже сделали загрузку айфона, эмулятор. Это да. Не, ну красавцы Apple, что, полностью эмулирует работу девайса. Респект.
пектище просто. Долго грузится, что у вас только айфоны. Да, а как мне это все закрыть, интересно? Параметры, так. Это эмулятор, он, наверное, все сразу закрывает. О, фото. Я думал, тут сейчас еще и мои фотки какие-нибудь будут. What's new? Так это полностью как будто это новый девайс такой. Оп. Ну-ка, settings. About 12.2. О, так у меня максималка тут. Супер. Ну что-то десятка. Ой, XS-то вообще долго грузится. Интересно, сколько у нас этих ресурсов уходит компьютерных на это все дело? Информация, да? Сейчас взглянем. Мониторинг системы. Сейчас запустим, посмотрим. Hello вообще сдвинуто. Но здесь, видимо, под какой-то... Я даже не знаю, как это назвать. Почему он автоматически-то не... По центру-то не становится? Что за обман? Тут по центру. Так, смотрим, что у нас по загрузке. По загрузке. ЦП. Память. Как обычно. ОБС меньше жрет, чем Google. ОБС. Нормально. ЦП, что у нас? 83. 83%. Ну, надо подумать, что это. Ну, ладно. Так. Сейчас закрою, завершу эмулятор, раз он сам не хочет. И что у нас там в этом? Здесь-то она какое выбрала, что у нее все было отлично. X, iPhone 8. 8. Ну давайте 8 выберем для чистоты эксперимента. Погнали на 8. Что там у нас? Время пить чай. Грузится. Вот. Так. Ждем. Сообщение. Ого. Шутка. Сам себе задонатил. Чисто проверка. Чего вы? Раз никто не хочет. Ну... И тут сдвинуто все. Так, стоп, а чё так все криво-то, я не понял. Давайте-ка еще раз посмотрим. Может, я лейбл какой-то не тот выбрал. Давайте-ка еще раз глянем.
Так, так. Вот. Click on the label and Так, change the text to say "Hello World," так. and then just drag the label back into the center. These blue guides should help snap it into place when you let go. Так, я все так и With the label сделал. in place, you're ready to build and run this app to an iOS simulator. First, make sure a simulator is selected and not any actual devices attached to your Mac. I'll choose the iPhone 8. Then click the play button in the upper left and wait for the simulator to launch. It might take a minute to load if it's the first time. And there's your app saying hello. Ну где-то по центру. Not bad. A Hello World app in just a few minutes. If you're totally new to programming, you may wonder what Hello World is all about. In computer programming, Hello World is traditionally the first program you write on a new platform or in a new language. You tell the computer, or iPhone in this case, to say hello to the world, and then it does. With Xcode, you didn't even have to write code to do this. Now that you've got your feet wet, I'll hand you back to Ray for the next part of the course, where you'll start coding and building your first complete app, a simple but fun game called Bullseye. Ух ты. Типа она сказала, что напишем первую игрушку Bullseye. Это в яблочко. Ну ладно, только что-то я не вижу, где тут Bullseye. Но это уже на следующей трансляции попробуем. Сейчас надо будет еще посмотреть, как это записалось. Вот. И все-таки мне интересно, почему оно здесь по центру, а тут нет. А? Я вообще-то не знаю даже, что и ответить самому себе. Почему 12.2? Что значит 12.2? Ух ты! Ха! Завершил работу. А у него даже кнопочка работает. Смотрите. Вот это симулятор. А это что? Ого. Молодцы. Полностью симулирует этот. Так, как мне выгрузить? Во. Так, выгружаем. Заново перезапускаем нашу пробу. Все равно Hello World. Ну, в смысле, да. Стоп. Нажимаю стоп. Так. Еще раз посмотрим. Не, нифига. Справа снизу. Интересно. Ну да ладно. Наверное, дальше нам расскажут, почему такая вот фигня происходит. А сейчас я пойду лечить свою руку, а то она что-то вообще не сгибается. Смотрите, значит, трансляции, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и все остальное. Будет у меня мотивация проходить этот какой-то странный курс, в котором уже непонятно, что начинается, все неправильно. Вот. Но тем не менее, раз взялись, надо добить. Всего-то 200 с чем-то лекций. Мы уже 5 прошли. Ну все. Чао. Присоединяйтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующий эфир. Скорее всего, будет завтра. Покеда. Всем бицепс.